Всем привет! Сегодня приготовим невероятно нежный торт «Шоколадная девочка». Тонкие шоколадные коржи, много сливочного крема и все это без сложных техник. Торт получается мягким, пропитанным и отлично подойдет как для праздника, так и для семейного чаепития. Разбиваем 2 яйца. Сюда же наливаем 100 грамм растопленного сливочного масла. Масло не должно быть горячим. Все перемешиваем. Добавляем 1 банку сгущенного молока. Опять перемешиваем. В сито насыпаем 160 грамм муки, 30 грамм какао и 4 грамма разрыхлителя. Эту смесь просеиваем в миску в 2-3 подхода. После каждого раза перемешиваем. Тесто готово. На пергаментной бумаге рисуем окружность простым карандашом. Я буду печь торт диаметром 19 см. Чтобы коржи хорошо отклеивались, желательно использовать силиконизированную пергаментную бумагу. На бумагу выкладываем тесто и разравниваем его по диаметру нарисованного круга. Коржи делаем не толстые. Получившийся корж перекладываем вместе с пергаментной бумагой на противень и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов в режиме вверх плюс низ без конвекции. Запекаем примерно 5-6 минут. Коржи не передерживайте, они должны остаться мягкими. Если передержать, то они будут ломаться. Испеченный корж, если нужно, то обрезаем до нужного диаметра. Снимаем его с пергамента и оставляем остывать. Таким методом печем все коржи. Из этого количества теста у меня получилось 9 коржей диаметром 19 см. Один из коржей нужно оставить для обсыпки торта. Готовим крем для торта. Берем 350 грамм сливочного масла и немного его взбиваем. Я масло предварительно выставила из холодильника, чтобы оно стало более мягким. В масло насыпаем 150 грамм сахарной пудры и добавляем 10 грамм ванильной пудры или ванильного сахара. Все взбиваем примерно 2 минуты до побеления масла. Я использую масло жирностью 82%. Добавляем 500 грамм сливочного сыра комнатной температуры. Взбиваем еще примерно 30 секунд. Если нужно, то перемешиваем еще лопаткой. Крем готов. Берем кулинарное кольцо, ставим в него ацетатную пленку. На дно кладем первый корж. Пленку и кольцо сжимаем до размера коржа. На него наносим крем. Слой крема по толщине должен получиться примерно такой же, как и толщина коржа. Накрываем вторым коржом и прижимаем, выравнивая весь верхний корж. Снова наносим крем. Так собираем весь торт. Не забывайте, что один корж нужно оставить для обсыпки торта. А какой крем для домашних тортов вам больше нравится? Сливочный, сметанный или заварной? Пишите свое мнение в комментариях. Также нужно оставить примерно 2 столовых ложки крема для украшения. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться на 4 часа. Я оставила на ночь. Украшаем торт. Корж, который оставили, ломаем в чашу измельчителя. Измельчаем в крошку. Торт настоялся. Снимаем кулинарное кольцо и ацетатную пленку. Бока торта обмазываем оставленным кремом. Для того, чтобы крем стал более мягким, я его предварительно достала из холодильника, чтобы он согрелся при комнатной температуре. Также кремом смазываем и выравниваем верх торта. Торт посыпаем приготовленной крошкой. Для этого я использую небольшой пластиковый шпатель. Также можно взять силиконовую лопатку. Лишнюю крошку убираем. Готовый торт переставляем на блюдо и подаем на стол. Торт «Шоколадная девочка» получился очень нежным, мягким и насыщенно шоколадным. Тонкие коржи отлично пропитываются сливочным кремом и буквально тают во рту. Перед подачей рекомендую достать торт из холодильника примерно за час, так его вкус и текстура раскроются еще лучше.
Следующим приготовим эффектный торт Килиманджаро. Это десерт, который сразу привлекает внимание своей необычной формы и выразительной подачей. За ярким внешним видом скрывается нежная воздушная текстура и гармоничный вкус. 6 яиц разделяем на желток и белок. При разделении на белки и желтки яйца взбиваются в 3 раза быстрее, чем взбивать все вместе. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Постепенно насыпаем 210 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Когда белки взбились, добавляем в них желтки по одному. Взбиваем еще 2 минуты. В миску насыпаем 160 грамм муки, 35 грамм какао и 10 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. Все пересыпаем в сито. Просеиваем в тесто в 2-3 подхода. Тесто перемешиваем венчиком на самых низких оборотах миксера и недолго. Можно перемешивать тесто аккуратно лопаткой. В конце берем 60 грамм растопленного до жидкого состояния, но не горячего сливочного масла. Добавляем в него ложку теста и перемешиваем. Приготовленную смесь добавляем в миску с основным тестом. Все опять перемешиваем на низких оборотах и недолго. В конце теста можно домешать лопаткой. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно. Диаметр моей формы 24 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Немного прокручиваем форму с тестом, чтобы бисквит получился более ровным. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 40-45 минут. Испеченному бисквиту даем полностью остыть в форме. Желательно бисквит оставить на ночь, тогда его будет легче разрезать и он будет меньше крошиться. Отлежавшийся бисквит достаем из формы и разрезаем на 3 примерно одинаковых коржа. У меня высота коржей получилась около 1 см. Неровный верх у бисквита срезаем, он нам не понадобится. Нижний корж оставляем без изменений. У одного из коржей вырезаем круг. Я положила тарелку и вырезала круг диаметром 19 см. Напомню, что торт я выпекала в форме диаметром 24 см. И третий, самый красивый корж разрезаем на 12 одинаковых частей. Для этого корж делим сначала на четвертинки, а затем каждую четвертинку режем еще на 3 части. Теперь приготовим крем. Для торта нам понадобится 1 банка консервированных персиков. Сироп с персиков не выливаем, он понадобится позже, а персики нарезаем небольшими кусочками. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина. Я использую быстрорастворимый желатин. И наливаем 150 мл сока от персиков. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. В чистую и сухую миску наливаем 400 мл сливок жирностью 33%. Сливки обязательно должны быть очень холодными. Начинаем взбивать их на низких оборотах миксера. Когда сливки начнут насыщаться воздухом, добавляем к ним постепенно 100 грамм сахарной пудры. И сюда же насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Сливки взбиваем до появления следов от венчиков, которые не растекаются. Как только сливки взбились, сразу же прекращайте их взбивать. Желатин уже набух. Разогреваем его в микроволновке по 10-15 секунд в 3-4 подхода. Желатин должен нагреться примерно до 50-60 градусов. Берем 350 мл сметаны и ложку сметаны добавляем в растопленный желатин. Все перемешиваем. Теперь эту массу выливаем в остальную сметану и перемешиваем. Таким образом мы примерно выровняем температуру сметаны, желатина и сливок. Сметану желательно выставить из холодильника за 15-20 минут, чтобы она немного согрелась. Сметану с желатином постепенно вливаем во взбитые сливки. Все перемешиваем до однородной массы.
Примерно половину нарезанных персиков кладем в крем. Все перемешиваем. Сразу же собираем торт. Кладем первый корж. На него укладываем вырезанное кольцо из коржа. Бисквит пропитываем оставшимся сахарным сиропом от персиков. Также пропитываем бисквит, разрезанный на треугольники, но пропитываем только нижнюю часть треугольников. Сразу же пропитываем и вырезанную часть бисквита диаметром 19 см. Вокруг нижних коржей ставим кулинарное кольцо и зажимаем его по размеру бисквита. На корж выливаем крем с горкой. Крем не должен касаться кулинарного кольца. Если нужно, то добавляем еще крем. По бокам ставим подготовленные треугольники из бисквита. Придерживаем их руками, чтобы они не падали на крем. Когда большая часть треугольников будет стоять, в середину кладем бисквит диаметром 19 см. Выставляем оставшиеся треугольники из бисквита. Руками прижимаем центральный корж, чтобы он лег ровно на крем. Старайтесь не выдавливать крем до кулинарного кольца. Сверху на корж выкладываем горочкой весь крем, который остался. Аккуратно его расправляем ложкой. Сверху на середину выкладываем оставшиеся нарезанные персики. Треугольники из бисквита аккуратно прижимаем к крему. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше дольше. Я поставила на целую ночь. Торт застыл, снимаем пленку и кулинарное кольцо. Торт переставляем на блюдо. Сверху по желанию торт посыпаем сахарной пудрой. Торт готов, можно подавать на стол. Торт Килиманджаро получился невероятно эффектным, ярким и оригинальным. Он обязательно произведет вау-эффект и подарит гостям приятные эмоции. Готовится такой торт несложно, главное немного терпения и аккуратности.